Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и я проанализирую по порядку самые важные новости. Начну с Германии. Но прежде чем поговорим об Анналене Бербок, которая нацелилась на большой пост в Организации Объединенных Наций, хочу рассказать о резонансных заявлениях в адрес партии «Альтернатива для Германии» и нарастающем политическом кризисе. Во время политического ток-шоу Маркус Ланц на ЦДФ, бывший член партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри открыто заявила, что Федеральное ведомство по охране Конституции слишком поздно отреагировало на радикализацию партии АДГ. По ее мнению, этот процесс давно очевиден, и теперь он угрожает не только демократическому порядку, но и самой партии АфД. Цитата. «Радикализация происходит у всех на глазах, и это станет серьезной проблемой в будущем», предупредила она. При этом Петри, ранее одна из ведущих фигур «Альтернативы для Германии», не скупилась на критику как в адрес правительства, так и в адрес своей бывшей партии, обвиняя ее в популизме и заигрывании с протестными настроениями населения Германии. Одним из ключевых тезисов, прозвучавших в ток-шоу Маркус Ланц, стало утверждение, что «Альтернатива для Германии» фактически превращается в новую рабочую партию. Цитата. «АфД становится партией рабочего класса», заявила Петри, тем самым отмечая, что это произошло из-за разочарования людей в традиционных политических силах. Ведущий Маркус Ланц подчеркнул, что рейтинг партии уже достиг 24%, а в отдельных регионах ее поддержка растет рекордными темпами. Особое внимание в дискуссии уделили ситуации в Бремене, который неожиданно оказался ярким примером роста популярности «Альтернативы для Германии». Цитата. «Бремен – это показатель общей тенденции. Поддержка АфД там удвоилась», отметил Ланц. Эта ремарка явно не понравилась мэру города Андреасу Бовершульте, представляющему социал-демократическую партию Германии. Цитата. «Давайте не забывать, что Бремен по-прежнему остается одним из регионов с наименьшей поддержкой АфД», попытался возразить он, подчеркивая тем самым, что пока говорить о тотальном изменении политического ландшафта рано. Таким образом, друзья, общее настроение в обществе сейчас можно охарактеризовать одним словом – неуверенность. Многие люди испытывают глубокие сомнения по поводу будущего Германии. В целом меня это очень тревожит, потому что доверие к немецкой политической системе значительно ослабло, признается один из участников данной дискуссии. Причиной этого стали кризисы последних лет, которые правительство так и не смогло эффективно преодолеть. Это пандемия коронавируса, затяжной военный конфликт в Украине, серьезные экономические кризисы. Если сложить все это вместе, то становится очевидным, правящие партии не сумели предложить обществу программу, которая бы внушала уверенность, говорит он, не скрывая своего разочарования. Ситуация такова, что социал-демократы столкнулись с катастрофическим кризисом справедливости. Сегодня слишком велика разница между жесткими наказаниями за мелкие проступки для граждан Германии и медленностью судебной системы в отношении сложных дел, таких, например, как процедуры предоставления убежища. Многие люди просто-напросто не понимают, почему им приходится платить штрафы за незначительные нарушения, в то время как мигранты без проблем получают социальные выплаты. Цитата. «Речь идет не только о миграционной политике, но и о глубоком разочаровании в государстве, которое, по мнению многих, потеряло контроль над ситуацией», добавляет Фрауке Петри, бывшая член «Альтернативы для Германии», которая, я напомню, покинула партию в 2017 году. Именно по этой причине «Альтернатива для Германии» и получает все большую поддержку, то есть ее воспринимают как силу, способную дать ответ на беспомощность государства. Цитата. «Когда я просматривал архивы старых выпусков, меня поразило, насколько страхи и неуверенность людей сегодня совпадают с тем, что происходило в прошлом», отмечает Юстус Бендер. По его словам, нынешнее ощущение хаоса в Германии, страх перед будущими кризисами и политическая радикализация не новость для Германии. Мы уже видели, к чему это может привести, предупреждает он. Фрауке Петри поддерживает эту мысль и объясняет, что именно поэтому она покинула ряды «Альтернативы для Германии». Яркий пример этому Матиас Фельхерих, который открыто называет себя дружелюбным лицом национал-социализма.
Когда-то он был даже для АфД слишком радикален, но теперь спокойно заседает в Бундестаге, говорит Петри с горечью. Фрауке Петри считает, что власти слишком долго закрывали глаза на происходящее партии «Альтернатива для Германии». Она жестко критикует работу Федерального ведомства по защите Конституции, заявляя, что их реакция была запоздала и недостаточно решительной. Цитата. «Вместо того, чтобы бесконечно обсуждать, является ли кто-то радикалом или нет, необходимо определить, действует ли он в рамках правового поля или же пересекает дозволенные границы», говорит Петри. По ее мнению, наблюдение за партией нужно было начать еще в 2016 году, когда стало очевидно, что курс альтернативы для Германии меняется. Цитата. «Партия уже тогда двигалась в радикальном направлении, и если бы спецслужбы вмешались раньше, возможно, удалось бы предотвратить захват партийных структур», подчеркнула она. С 2021 года Федеральное ведомство по охране Конституции Германии ведет официальное наблюдение за всей партией, квалифицируя ее как подозрительную организацию. Однако Петри уверена, что это решение опоздало минимум на 5 лет. Цитата. «Еще в 2017 году группировка Бьорна Хёке окончательно захватила контроль над партией. И в тот момент мы уже проиграли эту внутреннюю борьбу», признается она. Далее, ведущий Маркос Ланс переводит разговор к конкретным цифрам, приводя статистику из Бремена. В 2023 году в городе было зафиксировано 580 случаев грабежей на улицах, а в 2024 году это число увеличилось до 625, отмечает он. Особенно тревожит тот факт, что около 73% подозреваемых не являются гражданами Германии. На это отвечает Андреас Бовершульте, бургомистр Бремена, который подчеркивает, что власти не сидят сложа руками. Цитата. «Мы уже создали специальное подразделение, которое занимается расследованием преступлений, совершаемых молодыми преступниками. Многие из них уже находятся под стражей», заявил он. Но проблема остается нерешенной, потому что даже после вынесения приговоров не всех удается депортировать. Нашей задачей является депортация преступников после отбытия наказания. Но это удается далеко не всегда, признается мэр. Основные трудности связаны с тем, что страны происхождения отказываются принимать депортированных, документы часто теряются, а сами люди просто исчезают с радара властей. Нужны срочные решения. Именно поэтому Бовеншульте считает, что решение проблемы невозможно без международного сотрудничества. Цитата. «Нам нужна общеевропейская система, которая позволит гарантировать возвращать нелегальных мигрантов в их страны», говорит он. По мнению Петри, главная ошибка власти в том, что решение принимается слишком медленно. Гражданам не важно, кто именно решит проблему. Им важно только одно, чтобы она была решена, подчеркивает она. Журналист Юстус Бендер соглашается с этим и предупреждает, что времени на раздумья больше нет. Цитата. «Мы должны взять ситуацию под контроль как можно скорее, потому что в 2029 году, когда будут очередные выборы в Германии, этот кошмар может стать реальностью», заявляет он. А теперь, друзья, давайте обсудим важную новость об Анналене Бербак. Сейчас вместо опытного дипломата Хельги Шмидт на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН теперь претендует уходящий министр иностранных дел Германии Анналена Бербак. В июне она может занять одну из самых престижных должностей в международной дипломатии. Выступая на конференции Европа-2025, организованной изданиями Handelsblatt и Tagesspiegel, Бербак объяснила причины своего выдвижения и ответила на критику. По ее словам, предстоящий год станет решающим для работы Генеральной Ассамблеи ООН, особенно в контексте поиска нового генерального секретаря, который заменит Антонио Гутерриша. Цитата. «Нам предстоят долгие и сложные переговоры в кулуарах, чтобы понять, кто из кандидатов сможет заручиться поддержкой большинства», заявила она. При этом Бербак категорически отвергла обвинение в том, что ее кандидатура вытеснила Шмидт и подчеркнула усилия немецкой дипломатии, направленные на продвижение именно ее кандидатуры. Цитата. «Это не вопрос отдельных личностей. Немецкая кандидатура была подготовлена совместно, включая проработку ключевых тем», подчеркнула она. Кроме того, Бербак заверила, что Шмидт не останется в стороне и продолжит свою дипломатическую работу на высоком уровне.
Однако критики считают, что этот неожиданный поворот событий может ослабить немецкие позиции в Организации Объединенных Наций, поскольку кандидатура Шмидт уже успела получить широкую поддержку среди международных партнеров. Как вы знаете, изначально правительство Германии выдвинуло на этот пост опытного дипломата Хельгу Шмидт, которая занимала должность генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, и должна была остаться на этом посту до конца. Однако на прошлой неделе стало известно, что вместо нее официальной кандидатурой от Германии теперь стала Анна-Лена Бербак. Это решение вызвало широкий общественный и политический резонанс. Дело в том, что председательство в Генеральной Ассамблее ООН на 2025-2026 годы было заранее закреплено за государствами Западной Европы, и Германия получила право предложить своего кандидата. Однако теперь, вопреки первоначальным договоренностям, кандидатуру Бербак выдвинули в последний момент, оставив Шмидт без поддержки правительства. Позиция председателя Генеральной Ассамблеи имеет большое символическое и дипломатическое значение. Этот орган является центральной площадкой для международных переговоров, представляя интересы всех 193 государств-членов ООН. Выборы нового председателя состоятся в начале июня, а вступление в должность запланировано уже на сентябрь 2025 года. Напомню, что срок полномочий составляет 1 год, в течение которого избранный председатель будет координировать работу Генассамблеи, определять повестку заседаний и представлять ее интересы на мировой арене. Конечно же, решение о резкой смене кандидата вызывает споры, так как Германия, имея давно закрепленное право на этот пост, сначала утвердила одну кандидатуру, а затем без каких-либо объяснений заменила ее на Анна-Лену Бербак. И это порождает споры о закулисных играх и политических мотивах такого неожиданного шага. Друзья, все эти события поднимают острейшие вопросы о будущем Германии и Европы. Какие политические силы будут править в Германии в ближайшее десятилетие? Как вы считаете, справятся ли власти с растущими проблемами или политический и экономический кризис только усугубятся? И как вы относитесь к назначению Анны-Лены Бербак на такой высокий пост председателя Организации Объединенных Наций? Напишите ваши комментарии, что вы думаете по каждой из новостей. Спасибо за просмотр и лайк. Подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. До встречи и хороших вам новостей!